Привет! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня мы будем говорить о том, насколько мы похожи с немцами, мы, то есть русские, и насколько мы от них отличаемся. Дело в том, что я уже изучаю немецкий язык почти 6 лет, я думаю. Да, 6 или... Да, примерно 6 лет. Поэтому я нашел очень много похожих, так сказать, вещей между нашими культурами. Вот, между людьми, между русскими и немцами. И поэтому я решил поговорить об этом. Потому что, с одной стороны, кажется, что русские и немцы две противоположности, но если посмотреть поглубже, мы похожи больше, чем кажется. Вы знаете, русские часто ассоциируются с с таким хаосом, да, с такой душевностью, а немцы с дисциплиной и точностью. Но так ли это на самом деле? Узнаем об этом сегодня. Как обычно, прежде чем мы начнем наш подкаст, я бы хотел поблагодарить всех наших патронов, особенно таких как Джош, Джоэл, Джефф, Андрея, Холли и Брассел. Спасибо вам, друзья. Очень благодарен за это. А также спасибо всем другим патронам. Если вы также хотите поддержать мой подкаст, мою работу, вы можете перейти по ссылке в описании. За это вы сможете получить транскрипции к подкастам, участвовать в наших ежемесячных встречах и многое другое. Так что переходите, и вы не пожалеете. Ну все, поехали слушать подкаст. Итак, прежде чем начать говорить о нашей схожести, давайте поговорим о связи вообще России и Германии, русских и немцев, от древности до современности. Это будет такой быстрый экскурс в историю, но не переживайте, это будет очень-очень быстро, и ничего трудного здесь не будет. Вот. Ну вообще, откуда пошло само слово «немцы»? Да, слово «немцы» появилось в древнерусском языке, и оно произошло от слова «немой», потому что в русском раньше все, кто говорил непонятно, все, кто были не русские, мы их называли немцами, то есть немыми. Вот. И первые контакты славян и германцев относятся еще к первому тысячелетию до нашей эры. Тогда еще германские племена, такие как готы и вандалы, жили в районе современной Польши и Восточной Германии. И поэтому славянские и германские племена, они воевали, торговали и иногда даже смешивались. А в Средневековье германские рыцари-крестоносцы столкнулись со славянскими народами на территории современной Польши и Прибалтики. Да. Значит, а как же у нас тогда в Средневековье происходили отношения между русскими и немцами? Во-первых, у нас была Новгородская республика, которая активно торговала с Ганзейским союзом. Был такой союз европейских государств, точнее не государств, а городов. Такая была торговая организация городов Северной Европы. И немецкие купцы приезжали в Новгород, продавали ткани, металлы, оружие. В Новгороде и Пскове были немецкие дворы, то есть специальные кварталы для иностранных купцов. Также в XIII веке немецкие рыцари Тевтонского ордена пытались захватить земли Новгорода и Пскова. И в 1242 году Александр Невский разбил тевтонцев в ледовом побоище. То есть тевтонцы это были немцы. И несмотря на войны, немецкие специалисты, то есть ремесленники, купцы и архитекторы продолжали работать в русских землях. Позже, уже в 16, 17, 18 веках, влияние немцев в России стало возрастать. То есть первые немецкие специалисты появились в Москве в 16 веке. При Иване Грозном в Москву начали активно приезжать немецкие мастера. В Москве появилась немецкая слобода, то есть это район, где жили иностранцы, в основном это были немцы.
А также при Романовых произошло усиление немецкого влияния, потому что многие русские цари женились на немках, из-за чего немецкое влияние росло. И немцы стали играть важную роль в армии, науке, медицине и инженерии. А также, конечно, если говорить про Петра I и Екатерину II, то тогда влияние еще больше возросло на Россию, немецкое, да? Потому что Петр I учился у немцев военному делу, навигации и инженерии. В России появились немецкие ученые, преподаватели, ремесленники. А Екатерина II была сама немкой по происхождению и активно привлекала немецких специалистов. И в 1763 году она пригласила немецких переселенцев в Поволжье. Так появились русские немцы, которые жили в Поволжье вплоть до первой половины 20 века, когда Сталин их всех переселил в Казахстан или еще куда-либо. Вот. Но давайте не будем переходить так быстро. Сначала поговорим про 19 век. Когда у нас были войны с Наполеоном, да, в 1812 году Россия и Германия стали союзниками против Наполеона. И после войны отношения стали теплее. Тогда еще не было Германии, была Пруссия, да. Вот. И также в науке и культуре в 19 веке были очень популярны такие люди, как Гёте, Шиллер в России, эти философы, писатели, а также русские ученые часто учились в Германии. Кроме того, немцы любили слушать наших музыкантов, они любили читать Достоевского, вот. Так что был такой обмен культурами. И, к сожалению, в конце 19 века начинается рост напряженности. Россия и Германия становятся конкурентами. В 90-х годах 18 века Германия начала проводить политику, направленную против России. Как вы знаете, в 20 веке у нас было две войны, в которых мы воевали друг против друга. Это была Первая мировая война. Россия и Германия воевали друг с другом. Вот. Но что интересно, что Германия поддерживала Ленина, потому что они считали, что он просто революционер, он ослабит Россию, Россия будет слабой, и мы сможем ее победить. Что, в принципе, как бы произошло, но потом, как вы знаете, коммунисты не стали слабыми, они создали новое сильное государство. Вот. И также интересно, что в 20-е годы было такое тайное сотрудничество между СССР и Германией, потому что они подписали Раппальский договор, такое тайное военное сотрудничество. Вот. И тогда немецкие военные обучались в СССР, а СССР получал технологии из Германии. И, как вы все знаете, конечно, Вторая мировая война, я думаю, это самая печально известная война в мире, вот, в которой русские и немцы убивали друг друга полным ходом. И что интересно, перед самой войной, я думаю, что, возможно, вы слышали, СССР и Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа, то есть это пакт о ненападении. То есть считалось, что мы не будем нападать друг на друга. Но потом Германия, конечно, напала на СССР, но СССР с помощью союзников победил Германию в 1945 году. Вот. И потом с 1945 года по 1991 год была холодная война. Германия разделилась на ФРГ, это у нас Западная Германия, и ГДР, это Восточная Германия. И как вы знаете, СССР поддерживал ГДР, а ФРГ стала союзником США. И что интересно, что в ГДР, в этой Восточной Германии, русские и немцы жили бок о бок, и у них было тесное сотрудничество. Я даже помню сейчас, как моя тетя ездила на работу в Восточную Германию еще тогда, и они жили, да, и работали вместе с немцами, и было все довольно хорошо. То есть было какое-то, несмотря на то, что, конечно, возможно, много людей не любили этот строй, да, этот коммунистический строй Восточной Германии, и многие люди убегали, но в то же время было тоже какое-то общее, не знаю, понимание общего дела, что ли. В общем, отношения были не такие плохие, как могло бы казаться, да, что это мы только что воевали с ними, да, можно сказать, очень сильно 5 лет, но я думаю, что после Второй мировой войны русские и немцы довольно, как мне кажется, быстро перестали чувствовать себя врагами и стали быть друзьями.
знаете, вот не то чтобы прямо супер друзьями, но все равно отношения между русскими и немцами были хорошие. Вот. И что же происходит сейчас, да? После 91 года отношения были очень хорошими. Германия помогала в России в 90-е. Очень много русских немцев, тех вот, которые с Поволжья, они уехали из России, из Казахстана в Германию, перебрались. И вообще в России э, немецкий язык — это второй по популярности иностранный язык после английского. То есть английский — это номер один, который изучают люди, а второй — это немецкий. И что интересно, слушатели моего подкаста, вторая страна — это Германия. Первая, конечно, США, но вторая — Германия. Так что, я думаю, это о многом говорит. Вот. И в 2000-х Россия и Германия стали важными экономическими партнерами, потому что Германия получала русский газ, нефть, тоже разные технологии мы получали от Германии. Вот. Но, конечно, после событий, когда Россия аннексировала Крым, а потом началась война, то наши отношения между нашими странами стали ухудшаться, конечно. Но я думаю, что отношения между русскими и немцами от этого сильно хуже не стали. У меня до сих пор есть много хороших студентов и друзей немцев, вот, с которыми я очень люблю общаться. И да, просто, я считаю, что в этом плане русские и немцы в плане межчеловеческого общения хуже мы не стали. Наши отношения хуже не стали, скажем так. Теперь давайте немножко поговорим про схожесть наших языков. Мне кажется, что вот когда я начал изучать немецкий, я не знал, с какой стороны к нему подойти. Со стороны английского или со стороны русского. Потому что, с одной стороны, английский и немецкий, они оба германские языки. Однако, я думаю, что, несмотря на то, что там больше вокабуляра общего между английским и немецким, но из-за грамматических структур, да, есть падежи в немецком, такие как именительный, родительный, дательный, да, вот. Винительные есть эти падежи все в немецком, как и в русском, вот, а в английском этого нет. Также у нас есть много слов, которые мы взяли из немецкого. То есть, например, слово бутерброд — это немецкое слово, ландшафт, шлагбаум, кран, да. Такое слово, как парикмахер, бухгалтер, бюстгальтер. В общем, очень-очень много слов. Да, вот мне очень нравится слово, например, по-русски мы говорим «само собой разумеющееся». Звучит довольно странно, но это значит что-то, что само понятно, да? И по-немецки люди скажут «selbstverständlich», да, что значит «of course», «naturally». Вот, то есть it's obvious, да, но вот то, как переводится с русского на немецкий, это практически идентично. Ну и давайте теперь перейдем, конечно, к самому интересному, а именно про наши менталитеты, да. Вот, во-первых, открытость людей, если говорить, что прямота и честность. Я думаю, это очень характерные черты русских и немцев. За что я ценю немцев, да, за то, что мы оба народа, которые склонны говорить прямо, но немцы делают это более формально, а русские более эмоционально. То есть, когда немцы говорят что-то прямо, они говорят это без эмоций, это может звучать больно, а русские говорят прямо, но они добавляют эмоции, скажем так. Также немцы ценят прозрачность и честность в общении, а русские говорят в духе как есть, так вообще, без дипломатии. Вот. Также, что интересно, что между русскими и немцами есть схожего, то, что у нас нет смолтока. Да, ни русские, ни немцы не любят вести пустые разговоры. То есть, когда я начинаю говорить с друзьями, как правило, мы часто говорим о чем-то важном, о политике, о истории, о философии, да, очень глубокие разговоры. В Америке и в Англии смолток — это обязательный ритуал. Но в России и в Германии он воспринимается как что-то искусственное, неестественное. Например, в Германии вместо «как дела» могут спросить «что нового на работе?», да, и разговор сразу уходит в конкретику. А в России никто не будет говорить «ой, какая прекрасная погода» без какой-то реальной цели, да. Русские и немцы не улыбаются без причины, что иногда пугает иностранцев. Но когда дружба завязывается, то она становится глубокой и искренней, да, поэтому, то есть я считаю, что намного важнее это
иметь крепкие, теплые, дружеские отношения, чем поверхностные отношения со многими людьми. Да? Лучше иметь меньше друзей, но более такие крепкие связи иметь с ними. И также немецкая дружба – это навсегда, как и русская. Если человек стал мне близким, то он всегда мне поможет, и я помогу ему. Что интересно, что немцы не зовут гостей в дом просто так, а встречают их обычно в барах и в кафе. В России такое раньше было редкостью, потому что в России мы любим приглашать людей к себе, да? Но немцы, когда приглашают к себе, это значит, что вы действительно стали близкими. Вот. Также, что интересно, русские и немцы любят застолья, да? Русские любят длинные тосты, говорить о том, какие вы прекрасные, а немцы просто говорят «прост». Вот. В России люди пьют до конца, когда выпивают алкоголь, а в Германии можно спокойно оставить бокал недопитым. Я думаю, что наш юмор довольно похож. Немецкий юмор, он такой довольно темный, саркастичный, может быть сухой. И русские очень тоже любят шутить черный юмор. Это очень популярно у нас, я считаю. Что интересно, также немцы чуть более независимы от родителей, но семейные связи остаются важными. В России же связь между поколениями сильнее. В Германии после 18 лет большинство живет отдельно, а у нас многие люди живут с мамами, с папами, и это довольно-таки нормально. Вот. Но чем еще мы отличаемся, да? Ну вот, как вы знаете, конечно, что немцы любят структуру и порядок, Ordnung muss sein, да? Вот. А русские могут быстро адаптироваться к хаосу, да? Все можно решить в любой ситуации, это не проблема. Немцы не боятся сказать «нет». А русские иногда ищут более мягкие способы отказа. Более мягкий способ отказа. Потому что мы прямолинейные, но мы не очень любим говорить «нет». Вот. И в России, например, молчание в разговоре довольно нормально, а в Германии чуть-чуть неуютно. Также, что интересно, что немцы четко разделяют работу и отдых. То есть после 6 вечера работа не существует, да? Feierabend. Это значит, когда люди идут после работы и проводят время с семьей, с друзьями, что они хотят делать. Русские в этом плане больше похожи на американцев. Конечно, могут работать и по вечерам, и по выходным, если так надо, к сожалению. Вот. Ну и давайте подведем итог нашего подкаста. Все-таки мы действительно ближе, чем кажется, не правда ли? Немцы и русские, мы разные, но у нас есть много схожего. Наша политика меняется между нашими странами, но культурные связи остаются. Сейчас в Германии очень много людей с русскими корнями, и они там живут, они там продолжают изучать русский, учат русскому своих детей. Очень многие немцы сейчас изучают русский, чтобы поехать в Россию или читать книги на русском языке, да? Вот. И я думаю, что самое главное, что нас связывает, это такая душевность, что и немцы, и русские не любят поверхностное общение. Да, мы любим иметь теплые беседы, душевные разговоры, чтобы было всегда уютно, комфортно и хорошо можно было проводить время вместе друг с другом. Вот. Поэтому я хочу оставить такие вопросы для вас, друзья. Скажите, если вы из Германии, то как вы считаете, сейчас в Германии какое отношение к русским? Считаете ли вы, что мы такие по-настоящему в английском понимании слова frenemy, да, то есть friends and enemies, да, но все равно ближе к друзьям, да? По-русски есть такая фраза, как закадычный друг и заклятый враг. То есть закадычный друг значит хороший друг, а заклятый враг значит такой враг, которого я не люблю. А я люблю использовать фразу как закадычный враг, да, или заклятый друг. То есть я меняю местами эти слова. Поэтому мне кажется, что немцы и русские, мы действительно, вот что-то есть между нами, что, несмотря на наши все недопонимания, войны и тому подобное, все равно нас что-то объединяет. Вот. Мне так кажется. Да. В общем, напишите ваши эмоции, впечатления, или можете отправить ваши аудиосообщения на мой подкаст по-русски издалека. Вот. И вы знаете мой email inrussianfromafar@gmail.com.
Отправляйте аудиосообщения, будем рады их послушать. Это все на сегодня. Спасибо, друзья, до скорого и пока-пока.